Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень популярный хлеб на закваске, который называется 1-2-3 или по формуле 1-2-3. Формула максимально проста, то есть на одну часть закваски мы берем 2 части воды и 3 части муки. Сегодня я предлагаю свой вариант, давайте соберем его вместе, этот хлебушек, и испечем, приготовим и посмотрим, что получится. В большую миску вливаем воду, здесь у меня 200 грамм воды, буквально немного воды я сохраню для того, чтобы позднее развести соль. Добавляю сюда же закваску, здесь у меня 100 грамм пшеничной 100% закваски на пике. Свою закваску я покормила сегодня утром в районе 8 утра и сейчас около 11 и она уже готова. Добавляю муку. Сегодня я буду использовать 3 типа муки. Здесь у меня 150 грамм белой муки общего назначения, обычная белая мука, белок здесь 11,7. Сюда же добавляю 100 грамм цельнозерновой пшеничной муки и 50 грамм ржаной муки. В этот раз у меня обдирная. В итоге у нас получается общая масса муки 300 грамм. Все это снова хорошо перемешиваем до полного увлажнения муки и до объединения всех ингредиентов. Тесто это плотное, поэтому этот рецепт хорошо подходит для новичков. Если вы никогда не пекли, то это может быть ваш хороший первый хлеб. Я уже отложила вилку в сторону и забралась руками. Продолжаем вымешивать это тесто. Как я уже сказала, тесто получается очень плотное. Вымешивала я его всего около 3-4 минут. Как только вся мука собралась, тесто собралось в комочек, мука увлажнилась, тесто на этом этапе можно оставить. Оставляем его в этой же миске, накрываю я тесто крышкой и оставляю его отдыхать при комнатной температуре 30, 40, 50 минут. У меня тесто простояло 50 минут, добавляю сюда сверху соль. По рецепту идет 8 грамм соли и все остатки воды, которые остались от общего объема. И снова перемешиваем тесто. Плотное тесто не очень хорошо объединяется с водой, поэтому продолжаем его вымешивать. Занимает это еще минуты 3-4 и вымешиваем до полного объединения и соединения с водой. Тесто должно стать мягким и гладким. Вымешиваю я его аккуратно, чтобы не рвать лишний раз тесто. И как только оно снова объединилось и собралось снова в ровный комочек, тесто готово. Готовое тесто становится более мягким. Вот так оно сейчас выглядит. Снова перекладываем его в миску, накрываем крышкой и оставляем на отдых. И дальше мы будем делать растягивание и складывание этому тесту каждые 30-40 минут. Я вам покажу первое растягивание и складывание и последнее растягивание и складывание. Второе и третье я показывать не буду, потому что они абсолютно одинаковые. На данный момент я делаю первое растягивание и складывание. Тесто постояло и расслабилось. Если вы обратили внимание на температуру ферментации, которые были показаны ранее, то вы увидели, что температура ферментации немного выше, чем моя комнатная температура. Поэтому в промежутках я свое тесто убираю в слегка нагретую духовку. Растягиваем это тесто аккуратно, здесь очень много ржаной и цельнозерновой муки. Эта мука не очень позволяет тесту хорошо тянуться, поэтому тянем его аккуратно, чтобы не порвать тесто. Снова накрываем и снова убираем на отдых. И это я вам показываю уже четвертое растягивание и складывание. Тесто заметно на этот раз изменилось. Оно стало более мягкое, более податливое и уже даже немножко пышное. Руку я свою все время смачиваю водой для того, чтобы тесто не прилипало, и подтягиваю края теста вверх и накладываю их на поверхность друг на друга. Формирую такой округлый комочек. То, как мы растягиваем и складываем наше тесто, влияет напрямую на его будущую текстуру мякиша. Поэтому чем аккуратнее, чем ровнее мы сделаем складывание, тем ровнее будет текстура. Я решила переложить свое тесто в другую миску, для этого я ее смочила водой, так тесто будет легче вынуть после того, как оно расстоялось. И убираем на расстойку, до тех пор, пока тесто не увеличится в объеме как минимум на 70%. Мое тесто уже постояло, температуры ферментации у вас были на экране. И вот так тесто выглядит на данный момент. Очень удобно использовать стеклянную миску, потому что вы снизу можете увидеть все признаки брожения и готовности теста. Тесто сверху тоже визуально стало более пышным, поднялось. Ну и снизу видно активное брожение, огромное количество пузырей. У меня в итоге тесто простояло около 3 часов. Стол я припылила совсем небольшим количеством муки и выкладываем тесто на стол. Проще всего это делать вот таким образом.
В этом случае низ теста у нас покрывается мукой и он не прилипает, а сверху тесто липкое. Делаем тесту предформовку. Для этого все края теста я сворачиваю и подгибаю их к центру и округляю тесто. Округляем тесто до тех пор, пока вы не почувствуете на поверхности небольшое натяжение. Снова накрываю тесто той же самой миской и оставляю его на отдых еще минут на 20. В это время я подготовлю свою корзинку. Корзинку я припылила небольшим количеством муки и присыпала это по вкусу опционально семенами тмина. Мое тесто уже постояло и отдохнуло, я его снова переворачиваю той стороной, которая была в муке, на муку и липкой стороной сверху. С этим тестом нужно обращаться очень аккуратно, его не нужно мять и дегазировать его тоже не нужно. Аккуратными движениями я смыкаю края теста и закрываю все швы. Со всех сторон формирую буханочку. Тесто хорошо держит форму, хорошо закрывается и хорошо скрепляются все концы. Если на поверхность выступили большие пузыри, можно немножко надорвать тесто и убрать пузырики. Ну вот и все, тесто у нас готово. Подхватываю я его снова на шпатель и перекладываю в корзинку. Это тесто плотненькое, оно не сильно дрожит в корзине. Лежит очень хорошо и плотно. Сверху я его снова присыпаю небольшим количеством муки и накрываю пленочкой. И оставлю его еще дополнительно на 30 минут при комнатной температуре на столе. И через 30 минут я его убираю в холодильник на ночь. У меня уже наступило утро, я свой хлеб буду выпекать в чугунной кастрюле, которую я только что поставила в духовку, и ставлю духовку на разогрев вместе с кастрюлей. В это время я пока подготовлю хлеб. Хлеб у меня только что из холодильника, выкладываю я его на пергаментный листок. Хлеб хорошо выходит, он очень плотный, поэтому с ним проблем совершенно нет. И делаем надрез на хлебе. Надрез я делаю только тогда, когда кастрюля уже полностью нагрелась и готова к принятию хлеба. Если надрез делать слишком рано, то хлеб будет стоять, нагреваться, и надрез будет расползаться и раскрываться, и хлеб будет терять форму. Сверху я хлеб опрыскиваю небольшим количеством воды и перекладываю хлебушек в горячую кастрюлю. Накрываю кастрюлю крышкой и отправляю хлеб на выпечку. Все температуры выпечки были у вас только что на экране. Первые 15 минут я буду выпекать под крышкой, затем через 15 минут крышку я снимаю и допекаю хлебушек еще 15 минут. Если вы печете открытым способом, то время под крышкой – это время с паром. Время без крышки – это время без пара. И через полчаса посмотрите, какой красивый хлебушек получается. Во многих источниках, где я видела этот рецепт, написано, что в принципе муку можно всыпать любую по этому рецепту, главное, чтобы ее было в 3 раза больше, чем закваски. Это не совсем так, поэтому если вы хотите получить именно такой хлеб, как вы видите сейчас на экране, то нужно использовать 3 типа муки, которые я указала в рецепте. Хлеб этот получается просто изумительный, очень вкусный, ароматный. Ну и давайте разрежем его. Хлеб, кстати, у меня уже постоял 3 часа и остыл. И давайте посмотрим, что внутри. Ну что, раз, два, три. И вот такой мякиш у нас прекрасный получается. У этого хлеба получается мелкопористая, мягкая, нежная текстура и очень ароматный мякиш. Очень вкусный за счет цельнозерновой муки и ржаной муки. Богатый вкус, очень приятный серый хлеб. Ну и, конечно, он безумно мягкий. Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту или есть вопросы по другим рецептам, пишите мне в комментариях, я всегда стараюсь ответить на каждый комментарий, который я вижу.